Здравствуйте! Вы на канале 11 детей и наша жизнь. Меня зовут Светлана, моего мужа зовут Иван. И у нас 11 прекрасных детей, рожденных сердцем. Совместных детей с Иваном у нас нет. Это для новых людей, для новых подписчиков, для новых друзей. Спасибо большое, что заходите к нам. Я сейчас снимаю сливки. Банки у меня сутки простояли в холодильнике, и я снимаю сливки для масла. Я иногда делаю, но последние 2 раза уже стала прям делать. Из 2 банок у меня в прошлый раз получилось 150 грамм масла. Сейчас вот из 3 делаю. С 3 банок нам 2 раза в неделю приносят молоко. Молочница приходит вторник и субботу. Ну и вот сегодня я как раз хочу из всех банок сделать творог, потому что завтра нам привезут свеженькое молочко. Я сделаю творог, а сливки сниму для сметаны. Сейчас я сниму их. Сепаратора у нас нет, был, но уже все, пришел в негодность. Вот столько сливок получилось с 3 баночек. Конечно, если там по качественнее снимать больше будет, ну вот столько. Я думаю, это получится грамм 200 масла. Ну посмотрим, сколько получится. Сейчас утром до вечера на 6 часов я закрываю обычной салфеточкой и оставляю на кухне в обычном месте при комнатной температуре. А через 6 часов я буду делать масло. Посмотрите, что сегодня мы получили. Одежда от фабрики «Осьминожка». У них собственное производство. Фабрика в Подмосковье, Раменский район, поселок, село Спартак. Они сами изготавливают качественную одежду, и постельное белье, и махровые полотенца, махровые халаты. И у них хорошее постельное белье из натурального сатина. Ну давайте будем по порядку смотреть. Первое, что же здесь я держу в руках? Платье для девочки «Зайка Мила». Размер 32, 122. Но это для Снежаны они нам прислали. Спасибо им большое. Смотрите, какое нежное, красивое. И зайка такой украшенный. Такое все девчачье-девчачье. Следующее идет платье 110-116. Платье «Осьминожка». Давайте, вот оно, платьишко какое. Дальше. Джемпер «Осьминожка» 122-128. Но это Иван. Давайте посмотрим, что еще прислали. Еще прислали шорты. Все для деток. Также идет для Вани. Таких, все для деток. «Осьминожка», смотрите, какой у них логотипчик красивый. Очень красивый. Водолазка. У них в основном от нуля. От самого маленького возраста. И такие цены довольно-таки адекватные. Ну, а тем более, если пройти ВК, как у нас будет написано под видео, и написать промокод 11 деток, то еще идет и скидка 5%. То есть, ну, вот такая красивая, нежная водолазочка. Также пижамка. Пижамка. Один возраст, считай, получается. Ну, ничего. Пижамка идет 2 предметов 110-116 тоже. С тикрами. Да, с цветочками. То есть это для девочек получается. Спасибо, что нам прислали такую вещь. Я давно хотела. Это Ваня маленький будет одевать. Это полотенце с капюшоном. Махровое. Смотрите, какое. Сейчас мы обязательно примерим. Большое. То есть девочкам тоже закажу такие. Вообще шикарные для ребенка. И головка закрыта. Так вот мы любим ездить на горячие источники. И вы уже видели, что мы часто туда ездим. Одел, закутался и хорошо, и капюшон одел. Да, и главное интересно, с хлястиком даже. Ну, вешать, чтобы, с вешалочкой. Да, я видела на море деток в таких полотенчиках.
Халатик. Так, 2 халатика. Это уже один получился Анюте один. Это 116 опять осьминожка. Смотрите, капюшон идет с такой подкладкой. То есть такой уплотнененький, удобный очень. То есть тепленький. И такой хороший, махра такая хорошая, да? Приятная. Приятная, да. Карманы. 2 кармана, поясок. Сейчас будем все примерять, смотреть. И второй халат, последний. Тоже, смотрите, с капюшоном. Но здесь нету такой второй подкладочки, как там. Тут прям такая тканевая подкладочка была. Здесь нету. Размер идет 152. Но он вот на Анюту. Анюта у нас ростом 130, 128, 134 у нее размер. А вот это вот 152 написано. Но он на Анюту. Он ей сейчас так свободно. Посмотрите, как ей красиво. Халат махровый, детский. 36, 152. То есть немножечко получается он маломерка. И постельное белье хваленое. Уж очень хочется мне его посмотреть. Полутораспальное постельное белье. Здесь говорится, что это авторский дизайн. Интересные эксклюзивные расцветки. Комфортные удобные модели. Самые нежные и качественные ткани из натуральных материалов. Но обратите внимание, какая приятная расцветка. Ну, натуральный сатин. Внутренняя поверхность простыни слегка шероховата. Поэтому простыни с такой ткани не сворачивается и не скручивается во время сна. Постельное белье из сатина не электризуется и не линяет, что очень важно. Почти не мнется и не садится в процессе использования. Ну и чтобы комплект, как обычно, подольше служил, наверное, надо выполнять рекомендации. Ну, к примеру, такие, да, при стирке выворачивать наизнанку, не использовать такие отбеливатели, чтобы цвет. Ну, мне нравится качество, замочек, ну-ка посмотрю. Угу. Потрогай, вот оно такое шероховатое, да? Угу. И тут просто и такая же. Ну, такой детский, нежный комплект, хороший. Очень хороший. Ну, я думаю, что мне понравился. Посмотрим, как он вообще будет в использовании. Но заявлены очень хорошие критерии. Ну, вот они, халатики девочек. Рукава пришлось подкатать немножечко на вырос, но в принципе для таких банных вещей это не мешает. Ну а у Ивана шортики, повернись сюда, сыночка, шортики и кофточка прям комплектом получилось. Анют, повернись тоже. 2 кармана, покажите, 2 кармана. Капюшончики одеть. Глазки открыть, Вот. То есть очень удобно, да? На горячих источниках покупались, оделись, и красота. Снежана рекламирует пижамку. Ей по размеру 116 сантиметров прислали. А Ваня полотенце, о котором, повернись сюда, сыночка, смотрите, какое оно большое. Раздвинь вот так чуть-чуть, ручки сделай. Ну, маечки, а что ты засмеялась? Нет, стойте тут. Стой, вы же до сюда дошли. Сделай так, одну ручку открой. Папа снимает. От диванчика отойди. Как, вот. Вот. Смотрите, какие запахи большие. Ваня там просто в маечке и в штанишечках. Сразу закрывай дальше. Вот, смотрите. А у Снежаны пижама, а у Ванечки такой, смотрите, какой капюшон красивый. Повернись, сынок. Вот. А у тебя карманы есть в пижаме, нет? Нет, в пижаме они не нужны. Такая интересная пижама, как раз твой размер. Тебе в этот раз повезло больше всех. Тебе прислали подарков больше.
Шикарное полотенце, вообще размер, и Анюте будет хорошо, и Ванечке хорошо. Снежана даже в этих же штанишках от пижамы рекламирует водолазочку. Смотрите, какая нежная, какая красивая. Такая на вырос, довольно-таки свободная, отличная. Доча, тебе комфортно к телу? Да. Хорошо, да? Ну, здорово, красиво. Ну вот платье еще Снежана рекламирует, для нее прислали какое. Смотрите, какое красивое. Нравится? Отлично, вообще цвет шикарный. У тебя там карманы? Покажи, пожалуйста. Осьминожка. Какие вы хорошие вещи выпускаете. Фабрика Осьминожка в Московской области находится. Можно выйти в контакт и по промокоду 11 детей получить скидку 5%. Отличное платье, посмотрите, платье «Зайка», производство фабрики Осьминожка. Снежана прям представила, что она принцесса или балерина, да? Красивая такая туничка, платьишко. «Зайка Мила», платье для девочки. 31 122, тоже такая свободненькая, можно даже под тоненькие колготочки, можно и под ритузики носить. Под все. Нежная, да? Нравится? В музыкальную школу отлично, что то платьишко, что то. Все, прилетели с города Сапеки, как мы и говорили. Показывали вам. Начинаю делать лазанью. Давно у меня просила лазанью. Анюта в этот раз просила. Купила я лазанью вот такую. Сначала нашли такую в караване удачи. Она неплохая, но она мне не очень нравится. Листы прямые, такая красивая. А это вот какая. Ну, и она дороже в целый раз. Но мы ее купили, пусть она будет. Будем делать все равно еще лазанью. Но я потом все-таки заехала в другой магазин и купила вот такую лазанью. Меня, кстати, я уже делала лазанью. Меня спрашивали, почему я не отвариваю листы. В рецепте не написано. На пачке написан рецепт. Это не реклама, девочки, это то, что я приобретаю, пользуюсь. Поэтому у меня уже на канале есть такая лазанья. Здесь листы лазаньи и рецепт. И я первый раз, тут без разницы какой фарш, но я всегда делала свино-говяжий. А сегодня у меня чисто куриный. Только сейчас Рома его покрутил. Вон он стоит. И сейчас я буду делать соус болоньезе первый. Здесь соус бешамель. Для бешамель у меня кипятится молоко. И сейчас будет вот здесь растапливаться масло. Мне надо будет растопить масло. То есть делаем лазанью. Сейчас я пассерую лук. Сковорода большая, поэтому я буду сразу пассеровать. А здесь буду пассеровать морковь. Потом буду выкладывать сюда, по рецепту написано. Здесь можно котлеты пожарить. Котлеты еще, да, на завтрак. Для соуса болоньезе нужен фарш, лук, морковь, стебель сельдерея. Я, правда, с сельдереем не делала ни разу, поэтому 30 грамм томатной пасты. Но я делаю вдвойне. Я буду на большом противне делать, и у меня уйдет 2 пачки. Вода, масло, лавровый лист, соль, перец по вкусу. Все. Значит, а для соуса бешамель нужно в кастрюльке на среднем огне растопить сливочное масло, добавить муку, тщательно перемешать и аккуратно ввести теплое молоко. Постоянно помешивать. У меня молочко уже разогрелось. Пусть оно стоит, ждет пока масло. Тоже двойная порция. На одну порцию нужно 50 грамм масла, у меня здесь 100. Но я делаю на 2 литра молока, поэтому еще чуть-чуть побольше. Мои эти не берите. Мне очень нравятся макфа листы. Я их всегда делаю. И их не надо отваривать заранее. Я, кстати, ни разу не нарывалась на листы, которые надо отваривать заранее. Лазаньи. Дети очень любят. В этот раз вообще у нас все в семье любят лазанью. Да.
Она потом все равно отваривается в молоке, да, когда готовится. Заливается вот этим соусом болоньезе, да. Фарш. Вообще надо 400 грамм, но у меня двойная порция и чуть-чуть побольше. Ну, поэтому я на глаз фарша обычно. У меня как обычно. Все на глаз. Я много фарша делаю. У меня лазанья будет большая. Вообще, все зависит от вас. Может быть, вы тоненькие слои будете делать мяско. Может быть, побольше. Я всегда делаю побольше. Уже как-то привыкла это все делать так. Все. Еще чуть-чуть положу. Потому что обычно у меня килограмма 3 уходит мясо, фарша. Все, вот достаточно мне будет. Сейчас я принесу томат. Так, пусть пока жарится чуть-чуть. Чуть-чуть обжарить. Потом добавить томат, водички и буду тушить. Еще соль не добавляла. Фарш у меня не соленый. Я добавлю свой соус. Густой соус у меня, его весь вылью сюда. Все, теперь соль. Хорошо посолю. Ульяна, ты же Ваню не берешь? Нет. Ну вот он пришел, говорит, Ульяна. Я говорю, не знаю. А ты куда горячий? Иди, доча, иди. Поперчим. Так, масло у меня. Одну порцию, там 50 грамм, по-моему, муки. У меня двойная порция. Все, и сейчас я буду сюда добавлю, а потом в большую кастрюлю все уберу. Все, в маслице ввела муку и начинаю добавлять молочко. Все. Сейчас, чтобы разведу, чтобы комочков не было, и в ту кастрюлю перелью. Да, она у меня вся сюда, по-моему, влезет. Это ж кастрюлька тоже 2-литровая. И у меня там 2 литра молочка. Ну здесь чуть-чуть у меня еще это. Можно разную лазанью покупать, но мне больше всего я разные покупала. Эту лазанью я сегодня купила за 100, по-моему, 10 рублей. Вот ту лазанью за 210 рублей мы с парнями купили в караване удачи. А это 110, да, такая разница, да. Это еще на базе было? Да, может быть. То есть там подороже. Все. Сейчас разойдется и увариваться будет до состояния сметанки. Этим соусом будет заливаться лазанья. Так, мне надо сюда срочно. Сюда я сейчас буду заливать. Я посолила, поперчила, томатную пасту выложила. Еще написано лаврушечку положить. У меня здесь лук, морковь. Там не написано на пачке лук отдельно пассеровать. Но я все-таки сначала пассерую отдельно. А теперь я заливаю это все. Я заливаю это все водой. Вот. И оставляю на 20 минут тушиться. Пусть тушится, стоит. Сейчас газ прибавим. Я в большую сейчас кастрюльку переведу. Девочки, кто-то пишет, что я горячая трогаю. Вы знаете, это у меня... Я сам в шоке. Это у меня давно. Вы не обращайте на это внимания. То есть попассировала морковь, лук. Попассировала. Добавила томатную пасту, соль, перец. Сейчас чуть-чуть приготовится, можно на соль даже попробовать. Так как я точно не знаю количество фарша, я могу попробовать, когда уже готово будет. Все, пусть тушится пока. Так. У меня быстренько готовится соус. Один соус, который называется болоньезе, готовится, а соус, который назывался бешамель, уже готов.
остался болоньезе. Поэтому я сейчас натираю сыры. У меня нет, обычно я моцарелла. Ну, там не написано какие. Вот это дети какой-то покупали. Красная цена, голландский. Я их несколько смешаю между собой. Для пиццы, да? Да. Для пиццы брали. Доделаю. Сыра я кладу много. Мы когда уезжали в город, я снимала сливки для масла. Они уже подошли у меня. Сейчас будем. В тот раз мне папа взбивал. Начинала я. Папа делал. Сейчас Никиту позову. Никита! Никита! Так. Сейчас. Да. Сыночка, мне нужна твоя помощь. Это не легкая помощь, но мне нужна. В течение 10 минут вот так делал. Вот так, вот так. Но каждую минуту так останавливал. Так приоткрывал крышечку и закрывал. На коленочку полотенчика. Вот сюда уйдешь. В течение 10 минут будешь делать. Хорошо? Так. Маслобойку купили. Да, маслобойку купили. Новая маслобойка у нас автоматическая. Сама переворачивает. Да. Оп. Все. Все я заготовила. Сюда ставлю такую ложку, буду выкладывать слоями, все это буду сейчас помешаю. Я рассольник попробовала. Чуть-чуть. Чуть-чуть добавлю соли. Не забывай каждую минуточку, хорошо? Я чуть-чуть это... Ну, у меня кастрюля 9 литров, сковорода. Не забывай это. Все. Все. Так, сюда же поставим сейчас соус бешамель. Сюда же поставлю. Опа! И буду делать, как я это всегда делаю, противень. Да, и у меня в духовке вот тут стоит творог. Я начала, у меня включила свет, покажи. Я начала творог делать по-другому, без лимона. Много прочитала, уже сделала, мне понравилось. И вот еще 3 баночки стоят на прокиску, чтобы тоже делать творог. Немножко сливки я там снимала. Никитос, ну 10 минут покажется тебе часами 2. Папа, в прошлый раз папа делал. Я просто раз сделал, эти 10 минут для меня показались вечностью. Так, и здесь прямо указан рецепт. Достаточно так раз и сразу закручиваю. Смотрите, вот сюда, папа. Поварешка мне нужна. Я не успеваю, я что-нибудь беру, дети сразу по местам расставляют. Так, на дно соус бешамель наливаем. Если попадаются кусочки, ничего страшного. У меня так всегда и в тот раз также было. Оно потом ничего не чувствуется. Все, теперь выкладываем лазанью. Все, достаточно. Так и будет вот так. Теперь дальше идет слой. Сверху соус бешамель опять. Сверху них. Оп. Чтобы они запарились прям. И сюда мой соус болоньезе. Его можно и тонким слоем укладывать. Ну, мы как-то вот я так делаю.
водички можно побольше наливать. Обычно я делаю 3 слоя. Я часто делаю лазанью, но вот давненько не делала. Так, слой. Сверху соус бешамель. Дальше соус болоньезе. Болоньезе. Сыра теперь 100 грамм на все. Сырочек. Всегда делала с моцареллы. Первый раз с других делаю сыров. И пошли опять укладывать листы. И я сегодня сделаю прям по рецепту. В рецепте написано, что 15 минут надо запекать под фольгой. 20 под фольгой, а потом снимаешь и 15 так. Я тоже так сделаю, а я никогда не делала под фольгой. Всегда сразу заливала и делала. И все было прекрасно. Никита работает. Молодец, мамин помощник. Масло с сегодняшнего дня есть больше не будет. Скажи, я не знал, что оно так достается, да? Масло, скажи, я больше не ем, не зовите меня. Да, все, мама решила делать сама масло теперь. Чтобы с молока полностью, мы покупаем 6 литров молока, мы с него чуть ли что только уже и масло, и творог. А что-то плохо идет молоко вообще у нас дома. Василиса что-то 2 дня вот пила, сегодня не знаю, будет, нет. А до этого 2 дня прям хотелось ей. Молочко доставала. Так. Надо же, чтобы он там был, чтобы не через верх. Поэтому, наверное, последний слой сейчас и все. А знаешь, как ты узнаешь, что твоя, ну, как бы это, как сказать... Ты увидишь. Доля твоя подходит к концу, банка становится чистой. Вот она, вот видишь, края все белые, а когда будет готово, она будет становиться прозрачной. Да. Так что... Папа в тот раз тоже думал, такое никогда не произойдет, а оно раз и сразу чистое стало. Так что я тебя успокою. Можешь не заглядывать. Вот у меня много. Вот я 2 порцию сделала этого соуса. Написано столько, у меня почему-то больше всегда его уходит. То есть то ли я вот... Щедро делаю, не знаю, правда, то ли что. Там, наверное, слои-то надо делать. Тоненькие совсем, а мы такие делаем. Но мы такие едим. У нас нормальные. Да, у нас это как еда. Может быть, поэтому мне и говорили, что вот сделала это мало на вас, а не учитывали люди, что слои такие. Все, пачка закончилась. Там полкилограмма, да? В пачке? Да, вижу, 500. 500 грамм, да? Оп. Все, пошли дальше. Так делаю, чтобы вот все пустые места тоже закрываю. Если внахлёст, ничего страшного вообще. Все равно она будет нарезаться. То есть она нарезается, потому что она... Может, кто-то себе делает, если тоненький слой такой, и тогда красиво будет. Так, ну я не буду больше слой делать. Это убираю. А следующую. А иначе оно будет через верх. Я сегодня взяла этот. В тот раз я в стеклянных делала. В 2. Все, больше не буду. А то будет литься через верх. Сейчас залью. Весь. Устал. Да. В следующий раз Ромка, Валера будут делать. Я надеюсь, семья у меня перестанет есть масло. Рома, я занята. Почисть Ване киви на тарелочку. Только верхушку срезай.
Он там это, съест 2 штучки ему почистить. Еще один любитель киви. Ну, Яна у нас очень любит киви. И Ваня стал любить киви почему-то. А тебе не нужна моя тарелочка, зачем? А почему 2 штучки же ему делают? А, Пусть тарелочку берет. а вон, Вань, вон Вань этот. Он уже все сделал. Рома, ты еще масло ешь? Масло? Да. Какое? Сливочное. Да. Любишь, вон будешь так же делать, как Никита. Никита хочет сидеть. У мамы новая фишка. Мама занялась сама маслом. Это Никита уже не очень любит масло. А когда до него, видишь, уже чище. Видишь, уже Банка становится. становится чище. Да. 10 минут обычно вот надо делать, 10 минут. Но они как будто бы, Сынок, это эти 10 минут? как будто бы 2 дня. Слушай, ну мы вот так со стороны видишь, уже начинается. Так что ты уже близок к этому. Все, на 20 минут закрываю фольгой, как написано в рецепте. Я раз 100 делала, ни разу не закрывала, а сейчас хочу... Первый раз закрываю. Да, первый раз. Все. На 20 минут убираю в духовку. Пусть под фольгой хорошо все потушится. Я пока все уберу и через 20 минут покажу, что будет. Масло взбиваем. Хочу показать, для какой цели мы сегодня ездили. Купили вот такие датчики. От нас теперь требуют. Я расписалась. Вот в каждую комнату. Сколько штук ты купил? 8. 8 штук Иван купил. Такие датчики. Почти 500 рублей стоит каждый. 400 с чем-то. Для пожарной безопасности. У меня уже семья масла не ест. 10 минут вот надо. Вот уже как оно становится. Угу. Еще чуть-чуть. И сейчас я буду уже делать. На чуть-чуть еще. Я пошла за холодной водой. Так. Взбили масло. Вода холодная, желательно даже со льдом. Но у меня такой нету. Я лед не делала. Теперь выкладываю сюда. Вымываю от сыворотки. О, хорошо, как маслица получилось. Это с 3 трехлитровых банок, с 9 литров у меня получилось. Все. Все, теперь помою от сыворотки. В 2 водах помою. Все, и вот так вот делаю. Можно прям руки в перчатки одеть и руками взбивать. Можно в баночке. Ну, я так выбиваю воду из масла. У меня раньше, когда корова была, Иван старший как-то делал масло, говорит, уже сейчас не помнит. Там и миксером что-то делал, и взбивал, вот эту воду выбивал. Видите, вода прям выходит. Это самый простой способ. Зато масло, сейчас мы взвесим его, сколько получилось. Сейчас повыбиваю хорошо. Еще прям. Ну, судя по тому, как мы делаем, как вы видели, дети с папой смеются, семья уже перестает масло есть. Одна я ем. Никто не хочет за счет... Все, водичку вот так повыбивать. Так, мне удобно. Я уже вот до этого сделала, мне понравилось масло. Хорошее такое. Сыворотку. Оп. Оп. Мы тоже масло, которое покупаем, вот оно когда растаивает, оно вот такое жидкое становится. Домашнее масло. Вот это с 3 банок 310 грамм получилось. С 3 банок. Отлично, правда? 310 грамм.
Сегодня нам опять принесли, но я уже там, конечно, пользовалась. Такой брикетик и в холодильник, и все. Вот она. Вот она, шикарная. Даже, наверное, наишикарнейшая лазанья. Я ее первый раз сделала, как советуется, сначала с фольгой. 20 минут. И на 250 сделала под фольгой. И сейчас на 250-15 минут она еще запеклась. Время нету, надо уезжать. Я подержала буквально 5 минут. Сейчас, доча, будешь кушать. Снежанку надо везти сейчас. И в Валборис, и на тренировку у нее в субботу соревнования, она уезжает. А вечером на бальные танцы. Счастливая. Парни в музыкалке уже. Почему подержала 5 минут? Желательно минут 15 подержать, чтобы встал сыр, и тогда разваливаться не будет. Ну все, отрезаю. Сейчас это, Снежана, твоя порция будет. Ну тебе там вот так. Лазанья, да. Все, здесь тоже. Вот так вот она. Давай, моя хорошая. Оп. Оп. Вот такая получилась у нас лазанья. Такая она получилась красивая. Мясо у нас сегодня куриное. Она, когда постоит, она потом вот плотненькая. Ну, вы понимаете, о чем я. Ну, мне надо уже ребенка кормить и вести. Делайте лазанью. Мне очень нравятся листы макфа. Ну, та тоже неплохая, которую я покупала. 110 рублей у нас стоит. У кого-то, может, другие цены. До скорой встречи. Давай, доча, вилочку бери. Бери вилочку.